Друзья, всем привет! Сегодня с вами поговорим про новую имбу в PvP режиме. Это Аяна, ребят. Ей сейчас очень и очень стоит ходить, но есть обязательно ряд условий, которые надо использовать. Первоначально надо иметь золотой нагрудник мифического состояния, потому что он полученный урон значительно сокращает в течение 2 секунд после полученного урона. Да, немножко тавтологии, но тем не менее урон сокращается. Также, ребят, обязательно надо иметь скин, который вот вы видите сейчас у меня. Плюс Аяна сама дает еще и плюс 10% уклонения. Ну и скин тоже дает сокращение урона при столкновении. Вот если зайти на него и посмотреть, видите, после переноса ущерб от столкновения снижается на 25%. То есть это все суммарно дает мега-мега крутой пак для того, чтобы Аяна сейчас становилась топ-1. Но есть еще кое-что, что надо, ребят, знать, и надо знать, как это делается. Я сейчас хожу с бумерангом, но вы можете попробовать походить либо с луком, либо с косой. И Аяна 100% вам поднимет немножко винрейт ваш. Но еще раз повторяю, что надо эти все правила сделать. Это золотой нагрудник, скин на Аяну, Аяна 80 уровня. И самое, что не есть важное, ребят, это скип стороны. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вы видите, я делаю больше 3 прокрутов. Если мне за это время не попадается противник, я просто нажимаю отмену и жду своего противника. Таким образом, я буду появляться с левой стороны. С левой стороны после телепорта, ребят, это просто сказка. Аяна просто непробиваема. Вы видите явный пример. Против меня тоже сейчас Аяна играет, она без скина. У нее явное не преимущество надо мной, плюс я нахожусь с левой стороны, он с правой, и смотрите, как это все просто делается. То есть вы по большей степени стреляете, пытаетесь попасть по своему врагу, и в этот же момент видите телепорт, сразу телепортируетесь. Видите, она меня вроде попадает, у меня минусуется немножко хп, но это очень маленькое количество, чтобы меня выиграть, а я ее надымажил, и, ребята, это первая победа. Я думаю, что вы все, в принципе, процесс сам поняли, да, мы будем сейчас двигаться дальше. Ребят, я уже не буду показывать, как делается сам скип стороны, просто буду показывать, когда я буду появляться с левой стороны. Сейчас против нас Райан. Вы все знаете, что у Райана есть вторая жизнь. Я обязательно беру укрывающийся щит, карлика, это тоже мне поможет. Плюс у меня не топыри. Ну что ж, давайте пробовать. И что сейчас получится? Райан очень быстрый. Видимо, опытный игрок, но, ребят, все равно, смотрите, он в меня попадает, но практически весь дымаг блокируется из-за того, что я делаю телепорт. Потому что у Аяны есть такая штука, что после телепорта, если я не ошибаюсь, там, по-моему, на 4 звезде, она не получает практически урона. Ну так, видите, что, в принципе, Райан пока тоже проигрывает. Ну, очень все просто. Главное, еще раз напоминаю, ребят, скип стороны и обязательно постоянно телепортироваться по порталам. Это даст вам вероятность того, что вас практически не будут демажить. Что ж, 3-я катка, приступаем, смотрим, кто нам попадается. Нам попадается тень в костюме с посохом, но, ребят, посох обычный, он не мифический, и я думаю, что, в принципе, тоже здесь можно будет выигрывать. Хотя сейчас очень много ребят играют тоже с посохом. Попробуйте, кстати, если у вас есть Аяна при всех этих условиях, которые я вам сказал, возьмите посох и попробуйте. Все-таки сейчас бумеранг не является топовым оружием для игры в PvP режим. Видите, посох меня даже пробивал, когда я находился с левой стороны, но, тем не менее, урона все равно я мало получаю. Это еще одна победа. Отлично, вот так вот я делаю 3 победы подряд. Нам попадается следующий противник, смотрим, кто это все-таки будет. Это Анир, 82 тысячи хп. Если бы я играл Аниром, была большая вероятность, что я бы эту катку проиграл. Тем более, смотрите, он еще и берет хп, у него 90. Но еще раз вам повторяю, Аяна, когда телепортируется, получает намного меньше демага. Видите, он мне тычку сделал, вроде снес мне 3000, а потом все тычки у него по 1 хп. Но, ребят, золотой нагрудник, Аяна, телепорты. Ну, это просто сказка. Сейчас мой винрейт очень-очень хороший. Практически бои не проигрываются. Да, иногда бывают, когда ты после скипа стороны появляешься с той стороны, которая тебе не нужна. Вот эта катка, ребят, будет очень и очень интересная, потому что я попадаюсь против одного из таких очень сильных игроков. Это DK. Вы его все можете знать по RU Community. Он играет Фареном. А я напоминаю, что Фарен — это
повелитель огня. Огонь в этой игре является самой сильной стихией. Он жжет просто неимоверно. И вот из-за этого очень много ребят играют именно Фареном. Тоже в костюмчике. Смотрите, он делает все правильно. У меня нет никаких метеоритов. Ну, он этого не знает. Да, у меня есть Аджор. Но, тем не менее, видите, он прячется. И мои порталы не появляются там, где мне надо. Если бы они появлялись прямо возле него, шанс бы победить у меня был бы намного выше. Видите, как жжет его все-таки стихия огня. И пока я ему проигрываю. Вы видите, что происходит. Хоть я и оказался на левой стороне. Сейчас главное словить пару порталов прямо возле противника и попробовать его надамажить. Конечно, скиллы у него очень и очень неплохие, но я надеюсь, что все-таки выиграю. И смотрите, немножко от него ошибка была. Он пошел ко мне в упор. Я пытаюсь просто подбежать к нему ближе, чтобы надамажить его хорошо. И все равно я проигрываю. Очень крутой игрок, ребят. Несмотря, что Аяна сейчас это топ-1, это мета для ПВП, но Фарены тоже очень крутые. Я уже думал, что я, в принципе, здесь проиграю, потому что у него 23 тысячи хп, у меня 6. Но я делаю вот такой вот мув, ребят. Приближаюсь к нему в упор и просто расстреливаю. Урон по мне вообще не проходит. Ребят, это была еще одна победа. Очень серьезный противник. Так что имейте в виду, что Фарен тоже является одним из таких топовых игроков в ПВП. Двигаемся дальше. Вот тоже очень хороший пример. Смотрите, против меня Аяна, такая же, как и я. Но она находится с правой стороны. Набор скиллов вы видите, даже она меня превосходит по ХП. И вот тут очень видно, как сторона все-таки решает. Смотрите, она по мне практически не демажит, а я ей очень сильно хорошо сношу ХП. Видите, у меня 64 тысячи, у нее уже 30. И, ребят, сторона тоже очень сильно решает. В начале ролика я рассказывал, как делать скип стороны, так что еще раз перейдите, посмотрите и пробуйте его делать. Я понимаю, что сейчас очень много кто начнет скипать сторону, но если вы все-таки делаете это, то имейте в виду, что вам надо, еще раз напоминаю, Аяна 80 уровня, костюм на Аяну, мифический золотой нагрудник плюс оружие. Желательно, конечно, поменять бумеранг на косу или лук, возможно, даже на посох. Следующий противник нам попадается, это, ребят, Анир. Анир также остается очень крутым игроком в PvP-режим, но все-таки против Аяны он пока не катит. Кстати, вот недавно совсем проиграл Хеликсу, потому что у него просто прошел крит на 30 тысяч, и даже несмотря на то, что я был с левой стороны. Но здесь все очень просто, видите, он тоже мне не сносит, даже несмотря на то, что его нетопыри тоже меня очень хорошо дамажат. Это противник с ником Монт. Еще одна победа, ребят, остается 3 катки нам провести, и я сделаю сегодня 10 из 10. Следующий противник попадается также Анир, причем он намного ниже меня по ХП. Видите, какая разбежность? То мне попадаются противники, у которых 80 тысяч. Сейчас мне попадаются противники, у которых 47 тысяч хп. Против этого противника совершенно нет никаких проблем будет выиграть. Видите, даже если у него очень-очень много клонов, все равно это ему не помогает. Ребят, супер, смотрите, сколько каток я уже выигрываю. Мой винрейт реально очень-очень хороший сейчас. Я сейчас пытаюсь собрать большое количество кристаллов к 14 февраля, потому что будет 100% какие-то ивенты и новые скины. Хотелось бы что-то новенькое приобрести и вам рассказать. Против нас обратно играет Анир. Аниров очень действительно много. Он карлик, ребят. Хорошо двигается, он в меня даже попадает. Смотрите, меня вроде как бьют не топыри, но просто Аджор. И то, что он по мне бьет всего лишь по 1 хп, его категорически это не спасет, ребят. Я думаю, что это еще одна победа. И обязательно постоянно делайте телепорты. Постоянно делайте телепорты, потому что после них тоже демаг сокращается по вам. Еще одна победа. Остается сегодня провести еще одну катку. И потом, ребят, я вам расскажу еще раз все условия и покажу свой винрейт. Против нас сейчас попадается Таранис, он в костюме. Я очень люблю Таранисы в костюме, ребят, но скиллы у меня очень неплохие, и плюс эта сторона. Обязательно левая сторона, запомните всегда, скипать сторону надо. Он поступает на самом деле умно, он пытается от меня прятаться, дамажит меня понемножечку своей молнией, но, ребят, у меня, во-первых, клоны есть, во-вторых, видите, он не остается постоянно за барьером, да, а он постоянно пытается двигаться, и я на этом его сейчас словлю. Видите, все, он уже не знает, что делать, я его надамажил очень-очень хорошо, по ХП он проседает, у меня нетопыри со всех сторон бьют его, и, ребят, бумеранг тоже делает свое дело. Еще одна победа, отлично.
отлично. Это я сегодня делаю 10 из 10. Итак, ребят, еще раз напоминаю, Аяна 80 уровня, золотой нагрудник, обязательно скин, скип стороны, который я делал в начале, и вы будете тоже занимать очень хорошие места. Ну а я вас прошу всех подписаться на канал, поставить лайк этому видосу и до скорых встреч. Пока-пока.